Приветствую вас на канале. Сегодня я сделаю распаковку посылок с товарами, заказанными исключительно на AliExpress. И это будет эко-кожгалантерея. Поэтому те, кому это интересно, устраивайтесь удобнее, я начинаю. И в этом маленьком почтовом пакете, который оценили в реальную цену $4.19, находится монетница. Я ее уже вскрыл, она как бы прибыла несколько раньше. В комплекте визитка данного магазина. Монетница изготовлена все же из искусственной кожи, но пахнет настоящей. Заявлена настоящая кожа, правда китайцы не уточняют, кожу какого зверя они выделывают. Но в реальности материал такой плотный и в меру мягкий. Пошив, как видите, аккуратный. Даже мне кажется, что это какой-то handmade. Молния и бегунок металлические. Внешняя сторона такая глянцевая, как бы полированная, а вот внутренняя, она достаточно ворсистая, похожа на необработанную кожу. Но, однако, при нагреве на огне материал плавится. Цвет не такой алый, как на странице с лотом, ближе к бордовому оттенку. Магазин же предлагает 4 цвета: оранжевый, красный, коричневый и черный. Я выбирал алый цвет или красный, получил такой вот. К металлической петле бегунка привязана вот такая вот ленточка из того же материала. И к одному из углов вшита вот такая маленькая металлическая петля. Габариты монетницы заявлены 10 на 10, в реальности где-то 95 на 95 миллиметров. Поскольку это именно монетница, то вложим сюда монеты. Монетница вместительная, пользоваться ей удобно. В принципе, вот раскрыл и какие надо монетки извлек. Она предназначена именно для этих целей, для монеток, потому что купюры хранить в ней, конечно, неудобно. Тем более потом их извлекать. Исключительно для монет. Вот такая вот монетница за $4.20. Погнали дальше. Так, еще один пакет, и в нем находится другой вариант монетницы, чуть дешевле, за $4.06, с учетом оплачиваемой доставки в Беларусь. Также, кстати, из Латвии, как и первый прибыл. И на этот раз пакет оценили в $2. Тут уже другой магазин предлагает именно только в таком цвете, других лотов нету. Какая-то модель А1309 или 8118 на пакете указано. Вот такой вот кошелечек, я даже бы сказал, а не монетница. У этой монетницы габариты 125 на 80 миллиметров. Здесь уже две молнии, два карманчика. Уже молнии пластиковые, но металлические бегунки такие, под бронзу сделаны. Так, утеплитель. Этот вариант уже напоминает компактный кошелек, в нем два отделения на молнии. Сверху молния — это основной карман, в котором уже можно хранить, наверное, как и монеты, так и купюры, пополам сложенные. Да, в принципе, нормально. А боковой карман предназначен именно для хранения кредитных карт и визиток. Как раз молния в размер. И глубина также. Монетница изготовлена из подобного материала, правда на этот раз она уже воняет не кожей, как предыдущий вариант, а такой синтетический запах. И внутри уже подшита ткань. И эта монетница, ну прям очень напоминает мне так своим дизайном мой бумажник, который я приобрел также в Китае, и которым пользуюсь уже 3-й год. И он все еще в хорошем состоянии. Вот такой кошелечек, как бы летний вариант, задний карман брюк вполне вместится или нагрудный карман рубашки. Ну вот такие вот варианты монетниц. Этот как бы компактнее маленький, чисто для монет, этот покрупнее, для монет и бумажных купюр. Здесь материал мягче, чем здесь. Здесь более такой под плотную бумагу. Здесь мягенький, больше на кожу похож. Все ссылки в описании, знакомьтесь. И еще один вот такой пакетик небольшой. Шел очень долго, 66 дней из Китая в Беларусь. Со отслеживаемым трек-номером. Здесь находится, как указано, карт-холдер 2 штуки. Оценили каждый по $1, того $2. На самом деле покупал 2 визитницы на AliExpress за $2,87 за штуку. Но общая сумма с доставкой вышла почти $8. Давайте смотреть, что здесь. Что ж, получил 2 футляра для банковских карт и визиток. Обложка изготовлена из кожзаменителя черного цвета, и по контуру прошита белой ниткой. В магазине есть еще цвета серо-голубой, серо-зеленый, ярко-розовый, бледно-розовый. Имеется вот такой вот хлястик, который замыкается на металлическую кнопку.
Такие визитницы приобретались взамен подобной, но у которой внутренняя сторона обложки не гладкая, как вот здесь вот, а была такая ворсистая, типа необработанной кожи. И на ней цепляется мелкий мусор, пыль, песчинки, ну, которые всегда скапливаются в укромных складках там сумки, кармана. В общем, тот материал себя плохо зарекомендовал, поэтому было решение принято купить вот такой. В этих визитницах также присутствуют подобные файлы для карточек. Я думаю, что, пожалуй, вот такая вот стопочка всяких карт, визиток сюда войдет. И сейчас заполню всю визитницу этими карточками. Здесь всего должно быть 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, 6,5 это 12 самих файлов, но файлы двусторонние. Того 24 карты сюда влезет, и 2 карты входят вот в эти боковые кармашки на обложке. Всего 26, как и заявлено. Карточек можно сюда поместить. Погнали! И получаю вот такую громоздкую толстую книгу. Застегивается, хватает, в пластиках хватает. Я приобретал его в качестве новогоднего подарка именно для женщин, поскольку мужчинам такая вещь, чтобы оттопыривала карманы, явно не нужна. Она годится только для ношения в сумке или хранения в ящике стола. Но неудобство этой визитницы в том, что карточки вкладываются именно со стороны крепления к обложке, и при постоянном изъятии и засовывании карточек файлы, конечно, эти будут рваться. Ну, в общем, срок пользования такой визитницы около года. Качество изготовления хорошее, в принципе. Ну, дороговато с доставкой вышло почти, по $4 выходит. Вот эта обложка достаточно плотная такая, хорошая. Может даже и кожа. Не нравится мне только, что белыми нитками прошита, а не черными. Женщинам рекомендую, да, можно брать. Ну а из всех аксессуаров, которые сегодня прибыли, я для себя выбираю именно вот этот вот кошелечек. Это летний вариант для ношения в кармане брюк или шортов. Ну а какой вам аксессуар понравился, пишите в комментариях. Всем удачи. Подписывайтесь на канал, оценивайте это видео. И встретимся здесь же. Пока.